Добрый день, девушки. Здравствуйте, мужчины. Всем привет из Вроцлава. Меня зовут Пан Роман. Я профессиональный таролог. На этом канале я помогаю людям разобраться в их ситуациях с помощью карт Таро. Значит, что у нас сегодня? Сегодня у нас начало следующей недели, конец предыдущей, начало следующей. Удобный момент, когда можно посмотреть, опять же, с помощью карт Таро, то, что вас ждет в будущем с вашим партнером. Давайте разделим всех ваших партнеров традиционно на 12 знаков зодиака, от Овна до Рыб, как обычно это делается. Ну и, соответственно, по каждому из них посмотрим, как он себя там будет вести, к чему вам готовиться, как себя вести, соответственно, чтобы не попасть в просак, не наломать дров, чтобы как-то улучшить свою ситуацию, улучшить отношения. Вот. Собственно, от вас что? Подписывайтесь, ставьте лайки, вы лучше меня знаете, что там на ютубе положено делать. Ну что, поехали, да? Давайте посмотрим, что там у нас вам предстоит в общении с Овном. Овны. Первый знак зодиака. И что там с ними будет на следующей неделе? Пятерка Земли. Так, ну что ж. По этой карте я бы вам советовал скрывать свои естественные желания, да, и даже если вам очень захочется рассказать Овну, чего вы на самом деле хотите, да, что вам очень нужно, в чем вы чувствуете потребность, даже если вы считаете, может быть, это не очень таким правильным для себя, для него, да, не очень удобный момент, чтобы лезть ему в душу и доказывать, что ты тоже имеешь на что-то право, мало ли что там люди подумают, хочется вот и все. Ну, бывает такое, да? Вот. В этом случае вам все-таки стоит прислушаться к голосу разума, и понять, что Овна на этой неделе своими глубинными потребностями лучше не беспокоить. Либо у него какие-то сложности по работе, либо он не сможет вас правильно понять. Все Овны разные, да, все они очень индивидуальные, у каждого могут быть свои внутренние причины для того, чтобы не понять, чего же вы хотите-то на самом деле, даже если вы очень хорошо объясните, даже если вы детально и четко ему все проясните, не факт, что он согласится с вами. Поэтому на этой неделе лучше не рисковать и особо глубоко в свои собственные желания не погружаться, подождать до более удобного момента. Вот такие дела, хорошо. Теперь с тельцами. Что там будет у тельцов, как вам себя лучше вести? А, Рыцарь Земли. Для Тельца это очень хорошая карта. Тоже земная, тоже по ощущениям неспешная. Я бы не сказал медлительная, скорее неторопливая. Вот так же, как и девушки, которая вместо того, чтобы на всем скаку перемахнуть через ограду, да, она спокойно подъезжает на своей лошадке к воротам, спокойно, не спеша открывает эти ворота и, скорее всего, как нормальный телец, как правильный телец, она еще и закроет их за собой, мало ли что, чтобы ничего не было. Вот так вам лучше себя вести. Такое ваше поведение вашим партнерам будет оценено как правильное. Тельцы очень любят такой стиль поведения, спокойный, неспешный, неторопливый, мало ли что, осмотрительный, аккуратный. Примерно так же и вам себя стоит вести, чтобы попасть в резонанс к своему тельцу. И, глядишь, он как-то более спокойно будет относиться к вашим капризам, к вашим желаниям. Вот, ну что ж, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что будет ждать на следующей неделе людей, которые стоят в отношениях с близнецами. Как там у близнецов будет. Так, ну что ж, мы с вами видим картину, которая человеку, который не очень хорошо разбирается в Таро Монара, не совсем понятна. Я поясню. По сути, это значит, что женщина готова с головой окунуться в радость, как ей кажется, в радость эмоций, в предвкушение вот этой эмоциональной близости, да. Однако мужчина ее удерживает. Удерживает от этого, не дает полностью с головой погрузиться вот в эту воду эмоций, да.
То ли он боится сам вместе с ней заходить, то ли он считает, что тут надо сначала подумать, не нужно торопиться, надо обсудить. Вот что-то такое. Близнецы, они в принципе хорошо улавливают нужды, желания, эмоции другого человека, но с ними нужно разговаривать, общаться. Причем не столько на языке эмоций, сколько на языке именно слов. Да? То есть, если вы чувствуете какую-то эмоцию внутри себя, которую вы хотите передать своему партнеру, лучше сделать это на словах. Вот, если вам хочется обнять человека, сначала стоит ему сказать: «Мне бы хотелось тебя обнять», тогда он воспримет это более благосклонно, более осознанно, так скажем. Это вам поможет избежать недоразумений. Хорошо. Следующая карта для людей, у которых отношения с мужчинами, женщинами, да, там, опять же, все зависит от того, кто смотрит видео, что там у вас за партнер. Рак. Давайте посмотрим, как вам себя стоит вести в отношениях с раком. Девятка. Девятка Земли. Это значит, что женщина может перегнуть палку в проявлении своих собственных желаний. Даже не то, чтобы она сознательно проявляет эти желания. Она просто делает то, что ей хочется, не замечая того, что мужчина, вот он тут маленький, еле-еле заметный, да, на фоне огромной женщины. Нужды мужчины могут не замечаться. И это его пугает. Это заставляет его в панике убегать, и он понимает, что женщина, которая предоставлена сама себе, порой может завести отношения в тупик. Поэтому мужчины, которые слишком слабы, слишком пугливы, да, я не хочу сказать, что раки слишком пугливы, скорее они очень осторожны и в этом зачастую интуитивно бывают очень правы. Поэтому если вы видите, что ваш партнер нерешительно действует, значит он чувствует, что вам уделяется слишком много внимания, вашим нуждам, вашим потребностям уделяется слишком много внимания, о нем забывают, и это заставляет его бояться, что о нем могут забыть вообще. Вот. Так что будьте поаккуратней с вашими раками, мало ли что там, чего он опять опасается. Нельзя сказать, что это русость, скорее, это справедливое размышление о том, что если не бояться сломать отношения, сломать их порой бывает очень легко. Поэтому всегда нужно помнить о том, что действовать нужно осторожно, аккуратно. И вот в этом раки как раз хороши. Хорошо, лев. Лев. Давайте посмотрим, что вас ждет в отношениях со львом. Седьмой старший аркан, повозка или колесница. Вот тут женщинам, которые состоят в отношениях со львами, может быть непонятно, как такой сильный, агрессивный, смелый знак, да, яркий человек может в чем-то сомневаться, и тем более в своих собственных действиях. Скорее всего, вы каким-то словом, каким-то действием, может быть, выражением, может быть, фразой некой, своим поведением заставили мужчину вспомнить о том, что у него было уже раньше, причем воспоминание это не очень хорошее, не самое хорошее. Поэтому, если вы видите, что он как-то замер и изменился в лице, и вы не можете понять, в чем дело, в чем причина, скорее всего, он вспомнил что-то такое, что принесло ему немало сложных минут в прошлом, и он бы не хотел видеть это еще раз, и тем более от вас. Поэтому будьте аккуратны, осторожны, особенно когда видите, что мужчина меняется в лице при ваших словах. Львы, они очень непосредственные люди, по ним очень хорошо видно, что они испытывают. Да? Даже если они очень хотят, стремятся скрыть то, что делается у них на душе, по лицу, как правило, у львов все видно. Поэтому вот старайтесь отслеживать мимику, старайтесь отслеживать внешнее поведение, и вам будет понятно, какая из ваших фраз может вашего партнера обидеть. Вот такие дела, пироги. Хорошо, теперь давайте перейдем к вашим партнерам, которые родились под знаком Девы. Так. И
вам стоит учесть совет, который вам дает рыцарь воздуха. А, Девушка, которая изображена на этой карте, она рассудительна, она в первую очередь разумна, она старается действовать по договоренностям. Так как вы договорились действовать с мужчиной, даже если вам кажется, что ситуация изменилась, что сейчас можно действовать как-то по-новому, не так, как вы оговаривали раньше, стоит не поддаваться соблазну, стоит сдержать слово и действовать так, как ваш мужчина от вас ожидает. Любые, скажем так, сюрпризы для девы, в принципе, не будут составлять сложности, да, даже если это сюрпризы не очень приятные, да, даже если вы в чем-то ошиблись. Дева хорошо подстроится к вашему поведению, но плюса это вам не добавит. Скорее это вызовет в деве раздражение, что как же так, мы договаривались. Да, я понимаю, что ситуация изменилась, но если мы договаривались, нужно делать так, как мы договаривались. Вот, некоторое занудство, вполне характерное для дев время от времени, на этой неделе вполне может проявляться более ярко, более активно, поэтому старайтесь хотя бы сообщить об изменяющихся планах деве заранее. Чем раньше вы сообщите о смене своих планов, тем для вас по итогу же и будет проще. Хорошо, весы. Что же у вас там предстоит на следующей неделе с весами? Давайте посмотрим. Башня. Так, ну что ж, стоит скорректировать свои планы, особенно если вы понимаете, особенно если вы чувствуете, что отношения, в которых вы состоите сейчас с мужчиной, вас несколько закрепостили, так скажем, и заставляют вас действовать снова и снова по одному и тому же сценарию без всякого развития. На этой неделе может создаваться ощущение, что вся реакция вашего партнера вам уже знакома, да, что вам сложно его чем-то удивить, так как у него на все есть ответ, и порой этот ответ не тот, который вы бы хотели слышать. Это что-то уже скорее привычное, знакомое, может быть даже набившее оскомину. Поэтому если вы будете чувствовать, что некоторые черты характера вашего партнера вам приелись, надоели, ну, потерпите эту неделю. Вполне вероятно, что весы, которые обладают на самом деле талантом в том, чтобы прочувствовать своего партнера, как только весы поймут, что вы чем-то недовольны, они начнут искать способ изменения ситуации. Вполне вероятно, что сами же сломают вот эти наработанные шаблоны, да, которые сдерживают ваши отношения. Поэтому вам торопиться не стоит, стоит дать понять своему партнеру весам, что вам что-то надоело в его реакции, и было бы хорошо, чтобы он как-то придумал что-нибудь новенькое. Но не на этой неделе. Скорее, дайте на этой неделе шанс весам попытаться самостоятельно это понять. По намекам, по полунамекам, по выражению глаз и прочему, прочему. Весы в этом сильны. Ну что ж, двигаемся дальше. И следующий у нас знак это Скорпион. Вот тут может быть опасность. Дело в том, что скорпионы очень часто ведут себя жестковато по отношению к своим партнерам, не потому, что им не нравится, что партнер делает, да. Скорее, свойство скорпионов находить ошибки в действиях любого человека может сыграть с вами злую шутку, если вы будете обижаться на ту форму, в которой скорпион будет выражать свои замечания, да. Стоит понять, зачем Скорпион вообще замечает ваши ошибки и указывает вам на эти ошибки. Хотя нормальный, правильный партнер, да, он должен делать это мягко, тактично и пытаться помочь вам, а не просто тыкать пальцем, ты вот тут сделала плохо, тут сделала плохо. Скорпионы делают это ради того, чтобы человек сам осознал свою собственную ошибку, понял, что так делать нельзя, и в будущем стал лучше, да, то есть изменился к лучшему. Поэтому можно сказать, что скорпионы такие вот, их еще очень часто называют черные учителя, да, это те учителя, которые указывают в первую очередь на ошибку, да. Вот ваш скорпион на этой неделе может делать это в достаточно обидной форме.
только от вас зависит, насколько глубоко вы способны на это обидеться. Если вы вспомните, что человека нельзя обидеть, человек, как правило, обижается сам, да, на какие-то слова, на какие-то действия в свой адрес, то вы поймете, что сохранить ваши отношения, улучшить их, как-то развить в более правильную сторону, вы сможете только после того, как сами начнете контролировать свою реакцию на эти порой обидные слова вашего партнера Скорпиона. На этой неделе это будет важно. Ваша обида. Контролируйте ее. Хорошо. Следующий знак зодиака. Мы с вами входим в последнюю треть зодиака. У нас впереди Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Ну, давайте посмотрим, что там с Стрельцами вам предстоит. Так. Паш воздуха. Вполне вероятно, что Стрелец будет вести себя несерьезно. Даже если он что-то пообещал, он будет дурачиться, вести себя как подросток, как человек, который не совсем понимает, в какой ситуации он находится. Даже если вы будете настроены серьезно и решительно, будьте готовы к тому, что поведение вашего партнера не будет соответствовать вашему настроению. И, соответственно, восприниматься вами он может как несознательный ребенок, который в серьезной ситуации ведет себя как подросток, как юноша, не совсем понимающий вообще, куда он попал и что ему надо делать. Дайте человеку возможность немножко поиграть, немножко расслабиться, не загоняйте его в жесткие рамки, иначе у вас все равно это не получится. Скорее всего, что стрелец не поймет сути предъявляемых к нему претензий, и еще того, гляди, и обидится. Поэтому, ну, дайте человеку возможность чуть-чуть подурачиться, да, быть чуть-чуть ребенком. Возможно, это поможет стрельцу выработать новое правильное отношение к вам. Хорошо. Следующий знак зодиака — это Козерог. Так. И людям, которые общаются с козерогами, на этой неделе стоит ограничить себя в желаниях. Дело в том, что на этой неделе Козерог будет занят некими заботами, которые будут расписаны у него достаточно серьезно, скрупулезно, чуть ли не по минутам. Составив план действий, он не потерпит вмешательства в этот план. Если вы со своими вполне обоснованными претензиями будете являться к Козерогу в момент размышлений о работе, то, скорее всего, он воспримет это как надоедливость, как какую-то глупость. Особенно не стоит делать это в присутствии других людей, так как Козерог очень зависим от ощущения иерархии, да, и показывать при других людях, что вы чем-то сильнее его, не стоит. Он может воспринять это как угрозу своему царскому существованию, да, и вы можете очень серьезно нарушить отношения, по крайней мере, на несколько дней. Козерог, если обижается, даже если вы не виноваты, но Козерог обиделся, да, лучше попросить у него прощения. То есть с Козерогом на этой неделе стоит себя вести помягче, по-женски, дождаться удобного момента и только тогда предоставлять ему свои эмоции, положительные либо отрицательные. Дайте ему на этой неделе всю полноту власти. Особенно не рекомендуется, еще раз повторю, выяснять отношения с Козерогом в присутствии свидетелей. Иначе он будет себя вести еще более жестко, еще более самоуверенно. Так, такие дела, пироги. Давайте посмотрим, что там с водолеями. Вот. И с водолеями стоит учесть 17-й старший аркан Звезда. Это как раз карта Водолеев. Будет хорошо, если вы разделите с Водолеем некую его идею. То есть, если он будет вам рассказывать, как здорово
допустим, купить домик в горах, да? Даже если вы терпеть не можете горы, даже если вы мечтаете жить в центре города, позвольте себе пофантазировать вместе с вашим партнером и представить, как вам там было бы с ним хорошо, да? Даже если вы не хотите этот домик в этих горах, просто позвольте развиваться мечте человека, да. Возможно, что впоследствии он поймет, что да, вот эта мечта не очень, да, было бы хорошо, здорово, но зная, вспомнив вашу склонность к жизни в мегаполисе, к примеру, да, опять же, я все привожу к примеру, ваш партнер вспомнит, что в отношениях важна не только его сторона, но и ваша, поэтому свои, возможно, разнузданные фантазии, да, он усмирит до того уровня, который позволит ему впоследствии вывести отношения с вами на более приемлемый для обоих уровень, да, то есть найти консенсус ваш водолей сможет, если вы позволите себе тоже проявить некую лояльность к вашему партнеру. Так, ну что ж. И последний знак зодиака рыбы. Что там нужно, как нужно себя вести с рыбами? Дьявол. Зависимость от слабости. Самое лучшее, самое правильное, что вы можете сделать, это вспомнить о самом слабом месте своего партнера и попытаться не то чтобы давить на это место, а скорее мягко контролировать вот эту самую слабость. Да? Если ваш мужчина любит печенье, к примеру, домашнее, да, испеките это печенье. Это и вам позволит позаботиться о вашем партнере, да, и ему позволит чувствовать эту заботу, даже если это чуть-чуть вредно, да, даже если вам это не очень нравится сам процесс, да, но если у вас есть возможность чуть-чуть помочь человеку чувствовать себя в связи с вами, да, вот в этой общности эмоций, в общности чуть-чуть вредных привычек, да, то и в более, ну, скажем так, хорошие светлые минуты человек вспомнит то, что вы с ним разделяете и в горе, и в радости его чувства, и будет вам очень благодарен. Да? Не факт, что это будет заметно, не факт, что рыбы вам это покажут, так как рыбы, в принципе, такой очень скрытный знак, да, очень любящий скрывать свои эмоции. Вот. Но если вы хорошо знаете своего партнера, постарайтесь сыграть на его слабости, и вы не пожалеете. Само собой, что я вам советую делать это только во благо своему партнеру, не пользоваться этим только для себя, иначе по нехорошему аспекту этой карты вы сами можете впасть в зависимость от своих собственных слабых мест. Поэтому, если вы чувствуете, что человеку нужно в чем-то помочь, да, то старайтесь сделать это так, чтобы он это прочувствовал, чтобы он это понял. Вот такие дела пироги. Ну что ж, вот примерно такие реакции ваших партнеров ждут вас на этой неделе. Всем желаю хорошего развития ваших отношений, так как вам хотелось бы, так как вам нужно. Заботьтесь о своих партнерах, любите их, защищайте, и пусть у вас все будет хорошо. Ну и заходите ко мне на канал. Делитесь моими видео, мне тоже будет очень приятно. Всем пока.